Всем привет! Сегодня мы с вами будем вязать гуся в шапке лягушки. Нам понадобится пряжа Dolphin Baby оранжевого цвета, зеленого и белого. Белого и зеленого цвета понадобится примерно 15 грамм, то есть не столько, а все-таки чуть побольше. Также розовый цвет не обязательно, это для щечек. Вязать будем крючком 5 миллиметров. Также нам понадобится маркер или нить контрастного цвета, то есть это не обязательно, и иголка с большим ушком для того, чтобы пришить детали. Также наполнитель, не столько, а побольше, и 2 пары глаз 9 миллиметров. Ну что ж, давайте начнем. Берем нить зеленого цвета и располагаем ее вот таким образом. Делаем петлю на 2 пальца. Должно получиться вот такое перекрестие. Придерживаем его. Берем крючок и заводим его внутрь круга. Далее подтягиваем рабочую нить и вытягиваем петлю. Теперь рабочую нить располагаем на пальце и, придерживая круг, набираем одну петлю. Для этого заводим крючок за рабочую нить и вытягиваем петлю из той, которая у нас уже на крючке. Теперь из круга нужно достать вот этот кончик. Далее беру маркер и его закрепляю на первой петле, для того, чтобы знать, что у меня здесь начало ряда. Вы можете воспользоваться нитью контрастного цвета. И первый ряд мы будем вязать в круг. Нам нужно всего будет провязать 6 столбиков без накида. Как это делаем? Заводим крючок внутрь круга, подтягиваем рабочую нить, вытягиваем. Должно получиться 2 петли на крючке. Опять захватываем рабочую нить и проводим через 2 петли на крючке. При этом стараюсь сильно не затягивать, иначе круг в конце мы не затянем. То есть здесь первый ряд вяжем максимально свободно. И опять заводим крючок внутрь круга, вытягиваем петлю. На крючке должно быть 2 петли. Теперь опять подхватываем нить и проводим через 2 петли. Заводим крючок в круг, вытягиваем петлю из круга. На крючке 2 петли. Теперь как бы с другой стороны заводим крючок за нить и протягиваем через 2 петли. У нас с вами уже получилось 3 столбика без накида. Их здесь легко посчитать. Вот первый столбик, это такая косичка, второй столбик, вторая косичка и вот третий. Повторяю действие еще 3 раза. Крючок внутрь круга, вытягиваем, на крючке 2 петли и провязываем столбик. И еще 2 раза. Пятый столбик. И 6. Теперь затягиваем сам круг. Делаем это аккуратно, чтобы у нас нить не распустилась.
Все, первый ряд мы закончили. Приступаем ко второму ряду. Во втором ряду мы будем провязывать столбики уже по косичкам, которые я показывала вам ранее. Вот у нас первая, вторая, третья. И теперь во втором ряду будем подхватывать вот эти петли от столбиков предыдущего ряда. Находим первый. У нас здесь с вами висит маркер. И заводим крючок за обе стенки столбика. Теперь подтягиваем рабочую нить. На крючке 2 петли, и мы их опять провязываем. И в этом ряду нам нужно сделать 6 прибавлений. Прибавление — это когда мы в одно место провязываем 2 столбика. И теперь сюда же заводим крючок во второй раз. Вытягиваем нить и провязываем столбик без накида. Находим второй столбик предыдущего ряда. Заводим крючок за обе стенки. Подтягиваем рабочую нить. На крючке 2 петли, мы их провязываем. И еще раз в это же отверстие. Мы с вами провязали 2 прибавки, то есть 4 столбика. И такие действия нужно повторить еще 4 раза. И теперь опять находим следующий столбик. Заводим крючок за обе стенки. Втягиваем рабочую нить и провязываем столбик без накида. Сюда же провязываем еще один. Следующий столбик. Заводим крючок и провязываем 2 столбика без накида. Следующий. И последняя прибавка. Сюда же второй. Второй ряд мы с вами завершили. В третьем ряду мы с вами будем выполнять последовательность. Будем провязывать 1 столбик, столбик предыдущего ряда, а дальше делать прибавку. Потом опять 1 столбик, прибавка. Таким образом, находим первый столбик предыдущего ряда, заводим крючок, вытягиваем нить и провязываем столбик без накида. Перемещаем маркер, это у нас первый столбик, чтобы мы с вами не путались. Теперь находим следующий столбик предыдущего ряда. Вот у нас косичка. Заводим крючок и провязываем первый столбик без накида и сюда же второй. Дальше опять просто 1 столбик. Заводим крючок за столбик предыдущего ряда. А в следующий провязываем прибавку. То есть 2 столбика в одно место. Таких последовательностей у нас 6. 2 уже провязали. Опять 1 столбик. За следующее провязываем прибавление, то есть 2 столбика. Первый, сюда же второй. Опять просто 1 столбик. За следующую провязываем прибавку. Так вяжем до конца ряда. В конце ряда пересчитываем количество столбиков, чтобы знать, что мы ничего не перепутали. В этом ряду должно уже получиться 18 столбиков. Приступаем к следующему ряду, 4-му. Здесь последовательность такая: 2 столбика в разные столбики предыдущего ряда, дальше прибавка,
Заводим крючок за первый столбик, провязываем столбик без накида, перемещаем маркер. Дальше провязываю еще один столбик, уже второй. И дальше прибавка, то есть 2 столбика в одно отверстие. Опять 2 столбика, первый, следующий столбик второй и прибавление. Довязываю последовательность до конца ряда. У нас таких опять 6. Все, 4-й ряд завершили. Приступаем к 5-му. И в этом ряду нам нужно провязать 24 столбика без накида, без каких-либо прибавлений. То есть мы за каждый столбик предыдущего ряда провязываем по одному столбику. Первый, перемещаем маркер. Дальше второй, третий и так далее до конца ряда. И довязываю ряд. Сейчас хочу показать, как можно присоединить новую нить, если у вас вдруг закончилась. Мы заводим крючок за столбик, я провязываю последний столбик ряда, вытягиваю нить, у меня должно быть 2 петли. Мы берем новый моток, новую нить и начинаем провязывать вот эти 2 петли уже новой нитью. Все. А вот эти 2 кончика мы просто завязываем в узел и оставляем на изнаночной стороне. Ничего мы не обрезаем. Приступаем к 6-му ряду. Здесь у нас будут некоторые изменения. Нам нужно провязать опять 24 столбика, но в предыдущем ряду мы с вами, да и в принципе до этого во всех рядах, захватывали обе стенки петли. Но в этом ряду нам нужно подхватывать только переднюю стенку, то есть вот таким образом. Одну стенку захватываем, вытягиваем рабочую нить и провязываем столбик без накида. Дальше находим следующий столбик и подхватываем не обе стенки, вот у нас передняя, задняя, а только переднюю стенку. И вяжем столбик. Опять переднюю только стенку. Прибавления мы никакие не делаем, вяжем 24 столбика до конца ряда за передние стенки. Закончила вязание этого ряда, и в самом конце нам нужно сделать соединительный столбик. Он вяжется таким образом. Заводим крючок за первый столбик ряда, за обе его стенки. Вытягиваем рабочую нить из столбика. И теперь эту же петлю протягиваем через петлю на крючке. Вытягиваем и обрезаем, оставляя небольшой кончик. Нить вытягиваем. Берем пряжу белого цвета. И вот у меня здесь был столбик. Нам нужно посмотреть на изнаночную сторону. Вот у нас изнаночная сторона. Так выглядит лицевая. Изнаночная сторона — это сторона, где у нас находится вот эта нить от начала вязания. Это изнаночная сторона. Вот у нас первый столбик. И нам нужно найти вот эту нить. Помните, мы с вами в этом ряду провязывали за переднюю стенку петли наши столбики, а задние стенки, получается, у нас остались на изнаночной стороне. Вот они. Нам сейчас нужно будет провязывать за них. Вот первая нить. И теперь вытягиваю из этой петли пряжу, делаю воздушную петлю и сюда же завожу крючок за эту же стенку, провязываю столбик без накида. Дальше опять мы вяжем по изнаночной стороне. Находим следующую такую нить. Вот она у нас. Провязываем второй столбик. У нас опять их должно получиться 24.
Следующую нить находим. Следующую. Они у нас идут по кругу. Вот они. И у нас получается на белый ряд будет находить вот этот зеленый. И так будет формироваться шапка. Опять находим следующую такую петлю и провязываем. И вот так немножко подгибаю, но это все еще остается лицевой стороной. Я просто подгибаю для удобства. Продолжаю до конца ряда, то есть по всем вот этим петелькам. Все, довязала до конца. Вот здесь у нас последняя петля. И смотрите, у нас здесь с вами получается такой разрыв. Нам нужно найти первый столбик белым цветом, вот он у нас, и завести крючок за обе стенки. На белой пряже сейчас недостаточно хорошо видно, но, надеюсь, понятно. То, что находим первый столбик, заводим крючок за обе стенки. И провязываем столбик без накида. Ставим маркер начала ряда. И самое сложное получается у нас позади. Все нитки оставляем внутри. Дальше вяжем по кругу по 24 столбика в каждом ряду до 11 ряда, включая 11 ряд. Дошла опять до начала ряда, находим первый столбик и провязываем. То есть здесь ступенек уже у нас быть не должно. Провязали. И теперь мы с вами будем сужать наше полотно. Будем провязывать последовательность такую. Вяжем 2 столбика в разные столбики предыдущего ряда. Первый столбик, второй столбик. Дальше нам нужно сделать убавление, и мы его будем вязать таким образом. Заводим крючок за следующий столбик, вытягиваем нить, на крючке 2 петли. Но мы их не провязываем, а заводим крючок за следующий столбик и также вытягиваем рабочую нить. Должно получиться 3 петли, и мы их провязываем уже все вместе. И опять последовательность: столбик, еще один, дальше убавка. Заводим крючок за один столбик, вытягиваем нить. За следующий вытягиваем. На крючке должно получиться 3 петли, и мы их провязываем все вместе. И такую последовательность повторяем до конца ряда. 2 столбика и убавка. Закончили. В следующем ряду последовательность такая: 1 столбик и убавка. Первую петлю вытянули, из следующего столбика вторую и провязываем. Опять просто 1 столбик, убавка. И такую последовательность опять до конца ряда вяжем 6 раз. И теперь, если у вас глазки, которые нужно закрепить на изнаночной стороне, то вставляем их между 8 и 9 рядом. Между глазами должно быть 3-4 столбика. Теперь начинаем набивать игрушку. Делаем это достаточно плотно и при этом формируем саму игрушку. То есть у вас может быть вот такой конус. Нам нужно округлить шапку и туловище. Набиваем плотно. И теперь вяжем заключительный ряд. Нам здесь нужно провязать 6 убавлений. То есть убавки будем делать подряд. Начинаем сразу с убавки. В
конце делаем соединительный столбик. И вытягиваем нить, оставляя небольшой кончик, обрезаем. Вытягиваем. Здесь сейчас останется отверстие. Через него можно дополнительно наполнить игрушку. Нам нужно подхватить по одной стенке от столбика предыдущего ряда. Стягиваем отверстие. Теперь делаем узел. Теперь будем вязать детали. Сейчас нам нужно сделать два вот таких круга. Это будут нижние лапки. Один у меня уже готов такой круг. На втором покажу, как его вязать. Делаем кольцо амигуруми, как мы делали с вами ранее. Заводим крючок, набираем одну петлю. Вытягиваем нить. И провязываем внутрь круга, опять очень расслабленно, 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Теперь затягиваем. Дальше находим первый столбик, заводим в него крючок и делаем соединительный столбик, то есть подтягиваем рабочую нить, проводим через столбик, а также через петлю на крючке. Вытягиваем, обрезаем нить, оставляя кончик для пришивания. Нить от начала нашего круга мы не обрезаем. Все, теперь вытягиваем. Всего таких кружочков должно быть 2. И также такие же 2 кружочка должно быть белым цветом. Тоже их вяжем. Теперь сделаем вот такой глаз для шапки. Берем пряжу зеленого цвета, опять делаем кольцо амигуруми. И набираем одну петлю. Вытягиваем нить и опять 6 столбиков внутрь круга. Тоже сильно не затягиваем. И шестой. Затягиваем круг. И будем вязать еще второй ряд. Находим первый столбик, вот он у нас. Заводим крючок. И провязываем столбик без накида. Во втором ряду нам нужно провязать 6 столбиков без накида по столбикам предыдущего ряда. И смотрите, у нас вот эта сторона, где нить, она изнаночная. И когда будете вязать, вязание будет вот таким образом заворачиваться. Но нам его нужно наоборот развернуть, чтобы нить была как бы внутри этой детали. И нахожу второй столбик. Провязываю второй столбик без накида. Далее третий, четвертый, пятый и шестой. В самом конце, это уже получается как бы начало третьего ряда, мы делаем соединительный столбик за первый столбик ряда. Заводим крючок, вытягиваем нить и проводим через петлю на крючке. Также обрезаем, оставляя небольшой кончик для пришивания. Нить от начала вязания мы опять же не
обрезаем, а прячем внутри детали. Таким образом мы как бы и набьем нашу деталь. И сейчас, если у вас глазки безопасные, то есть их нужно вставлять и с изнаночной стороны закреплять, то это делаем сейчас до пришивания. Вставляем глаз вот сюда, между первым и вторым рядом. Все, 2 детали у нас должно быть таких. И теперь, если глаза пришивные, то нужно сначала зафиксировать глаза, после чего будем эти детали пришивать. Также выводим иголку между первым и вторым рядом. И иголку ввожу отсюда же. Дальше эти концы нитей завязываем в узел. Первый и второй. Сами нитки прячем в детали. Берем нашу заготовку и будем пришивать глаза к шапке. Они будут располагаться на 3-м, 4-м и чуть-чуть заходить на 5-й ряд. Здесь захватываем деталь от шапки. Дальше захватываем деталь уха. Опять шапку. Ухо. И теперь нить выводим. Дальше мы их закрепим с другой нитью. Повторяем то же самое с другим глазом. Выводим в то же отверстие. И чтобы нити закрепить, делаем узел из этих 2 ниток от глаз. А сами нити заправляем внутрь полотна, насколько это возможно. Остальное обрезаем. Берем нить оранжевого цвета и теперь заводим ее с краю, а выводим, отсчитывая 1-й, 2-й ряд в отверстие примерно. Вот в этой части у нас сейчас будет располагаться клюв. Сбоку кончик оставляем. И теперь отсчитываем 3 столбика, 1, 2, 3, и заводим сюда иголку, а выводим из той же петли, из которой сейчас нить. Сильно не затягиваем. Повторяем так еще 2 раза. Как бы немного расширяя клюв. А в 3-й раз выводим нить, выводим иголку точнее, оттуда, откуда заходили. Теперь эти нити завязываем на узел. И опять будем прятать в полотне. Берем пряжу черного цвета, заводим ее с краю, а выводим, не доходя 1 столбик до клюва. Кончик опять оставляем. Теперь заводим иголку сюда же, а выводим с другой стороны, отступая 1 столбик. Сильно здесь сейчас не затягиваем. Теперь иголку заводим сюда же, а выводим, где у нас черная нить сейчас. Теперь завязываем эти 2 кончика между собой, потуже делаю, чтобы глаза не вылетали. На 2 узла завязываем и нить прячем в полотне. Теперь берем нижние лапы, вставляем кончик в иголку, и ножка должна располагаться как бы под глазом. Вот этот конец надо будет также
полотно завести. И теперь подхватываем туловище и подхватываем лапу. При этом мы не полностью будем пришивать, чтобы она таким образом у нас как бы стояла. Саму нить выводим назад, а вот эту прячу в полотне. Берем лапу и пришиваем только половину. Нить выводим там же, где у нас предыдущая. Их завязываем и опять прячем в полотне. Вот эту нить тоже заводим в полотно. Теперь берем деталь крыла и пришиваем его сбоку на один ряд ниже, чем глаз. Также пришиваем его не полностью, а примерно наполовину. Нить от начала вязания крыла также вытягиваю. Второе крыло пришиваем с другой стороны точно так же. Добавляю детали. Ну и все, вот такая игрушка у нас получилась. Если ролик вам понравился, то не забывайте поддерживать его лайком и комментарием. А также пишите свои идеи в закрепленном комментарии, я обязательно все прочитаю.